Привет, дорогие друзья! Наконец-то пришло время рассказа о тяжелом перехватчике МиГ-31, одном из наших самых известных и в то же время самых загадочных боевых самолетов. Он не показывает сумасшедший пилотаж на авиашоу, да и в новостях мелькает нечасто. И, конечно, он оброс огромным количеством мифов, как водится, от шапкозакидательских до хейтерских. Сегодня мы поговорим обо всех модификациях МиГ-31, а строить будем самый совершенный перехватчик семейства МиГ-31БМ. Модель у нас от китайского производителя Trumpeter со множеством классных дополнений. Будет интересно. Конечно, рассказ о МиГ-31 надо начинать с его предшественника МиГ-25. Это была выдающаяся для своего времени машина, скорость до 3 махов, потолок больше 20 километров и выдающаяся технологичность. Да, американский разведчик Lockheed SR-71 Blackbird был еще более скоростным и высотным, но дико специфичным в эксплуатации. Например, он летал только на специальном топливе, разработанном для него одного. Тепловые зазоры были такими, что заправленный самолет на стоянке просто протекал. Поэтому перед каждым заданием он сначала взлетал с небольшим запасом топлива, потом разгонялся до сверхзвука, чтобы прогреть обшивку, тормозил и сразу же дозаправлялся в воздухе. Причем, опять же, от специально для него созданной версии заправщика KC-135Q. Подготовка к каждому полету и гигантский список послеполетных процедур требовали огромного количества человека-часов высококлассных специалистов, а один летный час обходился в $200 тысяч. Поэтому и построено было всего 32 Blackbird'а. МиГ-25 в эксплуатации был все же обычным самолетом. Да, не без особенностей, вроде 300 литров спиртоводяной смеси и чистого спирта для охлаждения разных систем. За это машину ласково прозвали гастрономом. А название Массандра в эпоху борьбы с пьянством стали расшифровывать так: Микоян Артем, славный сын армянского народа, дарит радость авиаторам. Конструктивно МиГ-25 сильно отличался от других боевых машин того времени. Планер у него не клепанный дюралевый, а цельносварной из высокопрочных сталей. Но благодаря технологичности самолет получился не слишком дорогим и стал одним из самых массовых для своего времени. Построено более 1100 единиц разных модификаций, причем часть ушла на экспорт в Сирию, Ирак, Индию, Алжир. Разведывательные модификации успешно применялись с начала 70-х, вскрывая позиции ПВО, артиллерии, линии обороны и командные пункты израильтян в преддверии войны Судного дня. Ни один МиГ-25 тогда не был сбит ни истребителями F-4 Phantom, ни комплексами ПВО Hawk. Как перехватчик, МиГ-25 одержал более 20 воздушных побед, главным образом в Ирано-Иракской войне, причем не только над своими сверстниками F-4 и F-5, но и над более свежими F-14. Потерь было мало, в том числе благодаря прекрасным скоростным качествам и возможности в невыгодной ситуации выйти из боя. Даже в относительно недавней операции «Буря в пустыне» уже морально устаревший МиГ-25 все же сбил современный FA-18. И это была единственная потеря ВВС США в воздушном бою. Самих МиГов в воздухе было сбито только 2, и оба на счету F-15. Кстати, про него я тоже рассказывал, посмотрите выпуск про F-15C, если не видели. Собственно, F-15 как самолет завоевания господства в воздухе и создавался в пику прежде всего именно МиГу-25. И знаний о нем у противника было более чем достаточно. Во-первых, еще в сентябре 1976 года американцы получили неожиданный подарок в виде измены родине старшего лейтенанта Виктора Беленко, который угнал секретный перехватчик в Японию. Обратно в СССР самолет был отправлен только через 2 месяца в разобранном состоянии и с огромным количеством следов от взятия проб. А во-вторых, всего через 2 года объявился другой предатель, один из ведущих инженеров по радиолокации Адольф Толкачев. Целых 6 лет он сливал американцам самую подробную информацию и об авральной модернизации МиГ-25 после угона Беленко, и о нашем сегодняшнем герое, и о новейших истребителях 4-го поколения МиГ-29 и Су-27, и даже о зенитно-ракетном комплексе С-300. Тысячи документов о радарах, ракетах, системах госопознавания, радиоэлектронной борьбы, навигации, связи, взаимодействия. Неудивительно, что 24 сентября 1986-го Толкачева расстреляли. Беленко умер сам только в прошлом году в доме престарелых в Иллинойсе. Тоже, кстати, 24 сентября. Итак, МиГ-25 свою задачу выполнил. Он стал быстрым и эффективным ответом СССР на появление в США скоростных и высотных бомбардировщиков и разведчиков. Но массовыми Блэкберды и Валькирии не стали из-за безумной дороговизны даже для США.
Пугало другое. За океаном ударными темпами разрабатывались крылатые ракеты, корректируемые бомбы и их носители, в том числе малозаметные. Развивались средства РЭП, ДРЛО и связи. Советскому Союзу нужен был новый ответ. Поэтому еще в 1966 году, когда были выпущены только первые серийные МиГ-25, начались исследования многоцелевого перспективного комплекса С-155М. Буква «С» — это система вооружений. Сами самолеты обозначались буквой «Е». Новая система, соответственно, самолет Е-155М, планировался прямым развитием МиГ-25, причем тоже в двух вариантах — МП перехватчика и МФ фронтового ударного самолета. Было изучено множество возможных схем с крылом изменяемой геометрии, складными подфюзеляжными гребнями, как у МиГ-23 и МиГ-27, с разными видами кабин. При этом ударный Е-155МФ так и остался на бумаге. Его функционал взял на себя Су-24. А вот Е-155МП и превратился спустя несколько лет в МиГ-31. Почему 31? Да просто это ближайшее свободное нечетное число после МиГ-21, 23, 25, 27 и 29. Вообще, надо сказать, что сам тип перехватчик для нашей страны важнее, чем для любой другой. Огромную территорию, особенно слабонаселенный север, невозможно прикрыть только наземными комплексами ПВО, даже сейчас. По сути, роль перехватчика — это латание дыр между районами, прикрытыми наземным ПВО. Именно поэтому, кстати, исторически перехватчики подчинялись командованию ПВО, а не ВВС, для более тесного взаимодействия. Так чем же концептуально должен был отличаться Е-155МП, будущий МиГ-31, от МиГа-25? Да практически всем. От самолета требовалось летать дальше и дольше, в большом диапазоне скоростей и высот. А от комплекса вооружения уничтожать на дальних подступах любые воздушные цели и самые сложные из них — крылатые ракеты. Малоразмерные и малоскоростные, способные прятаться в складках рельефа. Поэтому радиолокационная станция должна была видеть цели не только в чистом небе, но и на фоне Земли. МиГ-25 этого не умел. Радар должен был быть в разы мощнее и для увеличения дальности работы по крупным целям, и для раннего обнаружения крылатых ракет или малозаметных самолетов. Еще одно важное требование — многоканальность, то есть возможность одновременного обстрела нескольких целей. Управляться с таким сложнейшим комплексом в одиночку было бы просто невозможно, поэтому с самого начала рассматривались только двухместные варианты Е-155МП. Специально для МиГ-31 в НИИ приборостроения имени Тихомирова предложили разработать принципиально новую РЛС «Заслон» с фазированной антенной решеткой, сокращенно ФАР. Часто говорят, что «Заслон» — это первый в мире радар с такой решеткой. Это, конечно, не так. Сам принцип электронного сканирования луча вместо механического поворота антенны был уже давно изучен и применялся, например, в радаре подсвета и наведения комплекса ПВО С-300. В США этот же тип применялся на флоте и параллельно с МиГом разрабатывался для бомбардировщика Б-1. Но ФАР на серийном самолете для работы по воздушным целям, вот тут МиГ-31 действительно стал первым в мире. Новый радар создавался с огромным трудом, ведь новым был не только тип антенны, но и, например, первый в СССР цифровой процессор обработки сигналов. А требования по массе и габаритам, как вы понимаете, и как всегда в авиации, были жесточайшие. В тесной кооперации проект реализовывали тысячи специалистов, десятков НИИ и КБ по всему СССР. Это колоссальнейшая работа. Параллельно с новым радаром шла и разработка новых ракет большой дальности Р-33. Конечно, ориентиром для них были американские АМ-54 «Феникс», главный калибр палубных F-14, но по принципу наведения это разные ракеты. Если на «Фениксах» применялась передовая активная радиолокационная головка самонаведения, которая при всех своих преимуществах делала ракету безумно дорогой, то Р-33 должна была изначально вообще иметь радиокомандную систему наведения, но в итоге получила полуактивную радиолокационную ГСМ. На МиГ-31 должно было размещаться 4 таких ракеты, причем не на пилонах, а полуконформно, то есть максимально интегрировано в фюзеляж. Для этого 2 верхних руля ракеты выполнены складными. С учетом многоканальных возможностей радара самолета с самого начала предусматривалась одновременная работа всеми 4 ракетами по 4 разным целям. Еще до постройки прототипов МиГ-31 связка заслона и Р-33 испытывалась на летающих лабораториях на базе пассажирских
Ту-104 с измененной носовой частью и пилонами для подвески ракет. Именно с борта такого Ту-104ЛЛ в 1975 году были осуществлены первые пуски Р-33. Сначала, по сути, болванками с двигателем, только для отработки катапультного старта, а затем уже полноценными образцами с системой наведения и боевой частью, по мишеням Ла-17 и переделанным из списанных МиГ-15. Ракеты с тепловыми головками самонаведения достались от МиГ-25. Это Р-40ТД средней дальности и Р-60 для ближнего боя. Для их применения сделали убирающийся теплопеленгатор. Появилась пушка, которой не было у серийных МиГ-25. Это шестиствольное орудие ГШ-6-23. Его поставили в обтекателе по правому борту. Первый прототип Е-155МП, борт 831, был построен на опытном производстве в Москве весной 1975 года, и на нем система вооружения полностью отсутствовала. По планеру это был некий переходный вариант от МиГ-25 к МиГ-31. Например, для нового перехватчика предполагались существенные изменения крыла, ведь максимальная взлетная масса МиГ-31 почти 47 тонн против менее 37 тонн у МиГ-25П. Чтобы управляемость не просела до неприемлемого уровня, в корневой части появился наплыв и была пересмотрена механизация, в том числе добавились отклоняемые носки крыла. Ну и попутно убрали характерные для 25-го МиГа балансировочные штанги с противофлатерными грузами, между прочим, по 60 кг каждый. Так вот, на первой машине всех этих нововведений не было. Крыло взяли просто от серийного МиГ-25РБ, причем крыльевые топливные баки даже не подключали к топливной системе новой конфигурации. А вот фюзеляж борта 831 был уже новым. И речь не только о двухместной кабине, новое здесь было буквально все. Носовая стойка с двумя колесами убиралась назад по полету, основные стойки вместо огромных одинарных колес получили по паре небольших, причем установленных со смещением, чтобы каждая из них катилась по своей колее. Не только, кстати, из-за массы, но и по требованиям проходимости, чтобы работать с плохо подготовленных полос. Перед основными опорами расположили тормозные щитки. Планер был новым и по материалам. Если МиГ-25 состоит из высокопрочных сталей на 80%, новый перехватчик только на 50%. Титана стало больше в 2 раза, 16% вместо 8%, классических алюминиевых сплавов в 3 раза, 33% вместо 11%. Соответственно, вместо повсеместной сварки, которая действительно была прорывной технологией на момент создания МиГа-25, в планере появилось гораздо больше традиционной клепки. Принципиально отличаются двигатели. На МиГ-25 стоят Р-15Б-300. Это одновальный двигатель, созданный московским УКБ-300, нынешний АНТК «Союз», изначально для больших туполевских беспилотников с ядерным боезарядом. Тогда их называли самолет-снаряд. Это двигатель, по сути, однорежимный, то есть эффективно он работает только на крейсерском режиме, на высоких сверхзвуковых скоростях с постоянным использованием форсажа. МиГ-25 так и летал, и для него двигатель, по сути, просто превратили из одноразового в приемлемый по части ресурса. Но новому перехватчику предстояло бороться с разными типами целей, включая крылатые ракеты. Поэтому во главу угла ставилась не предельная скорость, а универсальность, многорежимность. Новый двигатель был разработан в Перми и получил индекс D30F6. Да, в основе своей это тот самый D30, которым оснащали Ту-134, Ту-154М, Ил-62М и Ил-76. Но все это самолеты дозвуковые, а тут надо было летать на скоростях до 3000 км в час, и помимо разработки форсажной камеры, нужно было создать очень хитрую систему охлаждения, разработать и внедрить множество новых сплавов, спроектировать сложные воздухозаборники. Все это требовало огромного количества исследований и испытаний. В итоге получилось именно то, что требовалось. Тяга на режиме полного форсажа увеличилась на 4%, зато безфорсажная на 27%. Кардинально снизился расход топлива на 23% на форсаже и аж на 42% на максимале. В результате, с учетом увеличения на четверть внутреннего запаса топлива до 18 тонн с лишним, дальность увеличилась в 1,5 раза, как и боевой радиус. Первый полет борт 831 совершил в сентябре 1975 года под управлением шеф-пилота МиГа Александра Федотова и штурмана-испытателя Валерия Зайцева. В апреле 1976 года полетел второй прототип. Его поднял в воздух Петр Остапенко.
А к концу года вторая машина получила радар-заслон и начались бесконечные испытания сложнейшей системы вооружения. Сразу после выпуска опытных машин как раз случился побег Беленко, поэтому помимо срочной модернизации МиГ-25П в вариант ПД были ускорены работы по новому перехватчику. Серийное производство МиГ-31 тоже разместили в Горьком, ведь на заводе «Сокол» уже работало уникальное оборудование для сварки крупных конструкций из жаропрочных сталей. Установочную партию из двух машин 0101 и 0102 выпустили в 1977 году, и в них учли результаты испытаний опытных машин. Кстати, интересно, что модернизированные МиГ-25 продолжали выпускаться параллельно с МиГ-31 до 1985 года. 1978 год стал экзаменом для комплекса с радаром «Заслон». Несмотря на все проблемы, он доказал свою работоспособность. Дальность обнаружения целей уже тогда достигала 200 км для тяжелых бомбардировщиков и 90 для истребителей. В феврале 1978-го на полигоне в Ахтубинске был выполнен успешный полет на обнаружение, захват и сопровождение 10 разнокалиберных воздушных целей с дистанционным управлением. Переделанные, списанные Ту-16, это мишень М-16, и Ил-28, М-28 летели на разных высотах фронтом протяженностью более 150 километров. В августе того же года впервые состоялся залповый пуск ракет Р-33, и все 4 мишени были сбиты. Это был финал первого этапа госиспытаний, по итогам которого МиГ-31 рекомендовали к серийному производству. Испытания шли тяжело. Так обычно и бывает, когда самолет полностью новый. Например, очень частыми были отказы двигателей и топливной системы. В сентябре 1979 года очередной такой отказ, течь топлива, пожар, отказ управления соплами привел к необходимости катапультироваться летчику Остапенко и штурману Попову. Это был как раз второй самолет установочной серии 0102. И двигатели, и все другие системы модернизировались высокими темпами, в том числе и после начала серийного производства. Первые 3 серии из 2, 3 и 5 машин были по сути установочными. Например, только борт 0305, то есть 5-й самолет 3-й серии, получил штатные катапультные кресла К-36ДМ. Предыдущие машины оснащали старыми креслами КМ-1М, у них перегрузка при катапультировании доходила до 20 единиц против 15 у К-36. Диапазон допустимых скоростей и высот был уже. Новое кресло, такое же как на Су-27 и МиГ-29, относилось к классу 0.0, то есть позволяло катапультироваться с земли при нулевой скорости. На старом кресле скорость должна была быть не менее 15 метров в секунду. Хорошо, что этими креслами не пришлось воспользоваться Валерию Миницкому и Виктору Рындину. На третьем самолете 3-й серии 0303 лопнул сварной шов топливопровода. Двигатели встали, и Миницкий предложил Рындину катапультироваться. На МиГ-31 раздельное катапультирование возможно. Но тот мужественно решил остаться с командиром. И вот тяжеленная машина со стремительно падающим давлением в гидросистеме, а это управление, совершила успешную посадку на грунт, не дотянув чуть-чуть до полосы. Хорошо, что обошлось без пожара, ведь топливо вытекло внутрь самолета, под которым после остановки образовалась огромная лужа керосина. И не меньше повезло летчикам уже после посадки. Они-то думали, что топливо вытекло в воздухе, а в луже просто вода. И машинально закурили. Спасли вовремя подоспевшие пожарные, надо думать, с рекордно краткой лекцией о вреде курения. Посадка была ювелирной, а повреждения от нескольких бетонных столбиков ограждения минимальными, и борт быстро восстановили. Но не всегда все заканчивалось так хорошо. Осенью 1981 года из-за заклинивания обоих двигателей была потеряна одна из серийных машин. И военные летчики Лешкович и Кандауров, слава богу, катапультировались. А вот в 1984 году случилась трагедия. В окрестностях Жуковского на МиГ-31 разбились шеф-пилот Александр Федотов и штурман-испытатель Валерий Зайцев. Те самые, кто поднимал в небо и первый опытный МиГ-31, и огромное число других микояновских машин. Снова топливная система. Она на МиГ-31 сложная, но постараюсь объяснить простыми словами. Есть 3 контура, то есть 3 источника информации о расходе остатки топлива. Первый — это расходомер. Его датчики установлены перед двигателем. То есть он показывает разницу между стартовой заправкой самолета и тем, что ушло в двигателе. Но течь до этого датчика из бака или из трубопровода расходомер не заметит. Именно так было у севших на грунт Миницкого и Рындина с вытекшими баками. По расходомеру топлива у них должно было оставаться еще полно. Есть второй контур. Это сигнализатор выработки топлива по каждому баку.
неважно, куда топливо ушло, лампочки просто загораются по мере того, как баки пустеют. И, наконец, третья система — топливомер. По сути, как в автомобилях, только уровень он показывает не в одном баке, а во всех. Но, как назло, именно по заданию того рокового полета топливомер был отключен от индикации в кабине, а вместо этого подключен к испытательной аппаратуре. Когда через 2 минуты после взлета вдруг сработал сигнализатор выработки топлива, стало ясно — отказ. Ведь не израсходовал же самолет половину стартовой заправки за 2 минуты. Но отказ чего? Варианта 2. Либо течь, как у Миницкого с Рындиным, либо ложное срабатывание сигнализатора. И вот тут бы топливомер дал однозначный ответ. Но теперь предстояло разбираться без него. То ли в самолете еще много топлива, и перед посадкой его надо слить или выработать, либо наоборот, самолет вот-вот высохнет, и надо срочно садиться. Федотов запросил проход, чтобы с земли посмотрели, нет ли течи. Но из-за дымки с земли ничего не увидели. Запросил второй проход, пониже, и в этот момент загорается последняя лампа сигнализатора, аварийный остаток топлива. Судя по всему, Федотов поверил сигнализатору, который считался более надежным источником информации, чем расходомер, и, соответственно, заход на посадку он строил, исходя из того, что самолет пустой. Максимально круто и энергично. Но оказалось, что врал именно сигнализатор, а не расходомер. И в баках оставалось еще 12 тонн керосина. На 4-м развороте машина сорвалась в штопор. Федотов до последнего пытался вывести самолет, и катапультировались летчики слишком поздно. Тут важны еще 2 момента. Во-первых, эмоциональное состояние Федотова до полета было крайне взвинченное. Ведь он приехал в ЛИИ прямиком с совещания в главном штабе ВВС, где должен был защищать модернизацию истребителя МиГ-23 МЛД. Но проект отклонили. Председательствующий заместитель главкома ВВС генерал-полковник Голубев генерал-майору Федотову, а он был в форме со всеми наградами, даже не дал слова. Это было ужасно унизительно для авторитетнейшего летчика-испытателя. Кто знает, будь Федотов не на взводе, может, заход не был бы таким резким и не стал бы последним. Ну а во-вторых, на самолете не было указателя угла атаки, по которому летчик мог бы понять, что машина еще тяжелая. Считалось, что при огромном количестве других приборов в такой неманевренной машине этот указатель ни к чему. И по злой иронии так считал и сам шеф-пилот. Потеря Федотова и Зайцева стала, конечно, огромным ударом для МиГа, потому что целых 14 лет до этого на фирме не знали катастроф, хотя аварий было множество, и сам шеф-пилот успешно катапультировался уже 3-ды. Федотов был на МиГе буквально истиной в последней инстанции, и при этом он лично тащил огромное количество испытаний, в том числе и по МиГ-31. Ведь и после принятия на вооружение в 1981 году самолет продолжал эволюционировать, да и других тем было множество. Теперь все это предстояло возглавить Валерию Миницкому, который стал новым шеф-пилотом фирмы. Первая модификация серийного МиГ-31 появилась в конце 1984 года. Это был МиГ-31ДЗ с системой дозаправки топливом в полете. Сама система была уже отработана на экспериментальных МиГ-25 и с появлением удачного заправщика Ил-78 стала наконец-то просто востребованной. С раскрытием шпионажа Толкачева в пользу ЦРУ в 1985 году потребовалась срочная модернизация, ведь оказалось, что американцы наблюдали за становлением МиГ-31 практически в прямом эфире. Так появился МиГ-31Б. Он получил и систему дозаправки в воздухе, и существенно доработанную систему управления вооружением на базе РЛС-заслон-А с измененными частотами и алгоритмами, а еще с возможностью радара одного самолета выдавать целеуказания для ракет другого. Именно в этой версии МиГ-31 стал полноценным командным пунктом, своего рода мини-ДРЛО с возможностью обмена тактической информацией в реальном времени с самолетами разных типов и наземными пунктами. Модернизированные ракеты получили индекс Р-33С, усовершенствованные головки самонаведения и увеличенную дальность пуска. К 2 точкам подвески под крылом добавились еще 2, плюс появилось новое связное и навигационное оборудование. Доводка шла нелегко, и в серию МиГ-31Б запустили только в конце 1989 года, успев до развала Советского Союза сделать только 69 новых машин этого типа. До этого же уровня модернизировали и машины ранней постройки, они получили индекс БС и отличались только отсутствием штанги дозаправки. А кардинально повысить боевые возможности МиГ-31 должна была, как водится, версия М модернизированная. Ее разработку начали еще в конце 70-х. И первый прототип новой машины поднял в воздух в декабре 1983 года еще Федотов.
МиГ-31М должен был быть вооружен перспективными ракетами с активным радиолокационным самонаведением, которые сегодня известны как Р-77 средней дальности и Р-37 большой дальности. Причем под фюзеляжем в полуутопленном состоянии должно было помещаться не 4, а 6 дальнобойных ракет. Новая система вооружения с РЛС-заслон-М с увеличенным на четверть диаметром антенны должна была иметь большую дальность и канальность, сопровождение до 24 и одновременный обстрел до 6 целей. Вместо выдвижного теплопеленгатора предполагалась полноценная оптико-электронная станция, такая же, как у Су-27 и МиГ-29. Существенно изменился планер, носовая часть распухла под новый радар, внутри объемы оптимизировали под еще больший запас топлива, нарастили гаргрот, ввели новые развитые наплывы для улучшения маневренности, а остекление кабины заменили на панорамное, без плоского лобового стекла. Предполагались и новые двигатели D30F6M с увеличенной тягой и сниженным расходом топлива. На законцовках крыла должны были появиться ласты для повышения путевой устойчивости и контейнеры РЭП. Кабинное оборудование поменялось полностью, появились многофункциональные дисплеи. В общем, это новая машина. Первый МиГ-31М в полностью новом облике, борт 052, полетел еще в декабре 1985 года, и эту машину иногда даже называют серийной, но, конечно, по-настоящему серийными были только варианты ДЗ, Б и БС, а Эмок до распада СССР успели сделать меньше десятка. Очевидно, что огромный объем новизны требовал огромного же количества затрат, начиная с полного цикла испытаний нового планера. А самолеты новые нужны были здесь и сейчас. И главное, что модернизировать ранее выпущенные машины в вариант М было абсолютно невозможно. Борт 052 разбился в 1991 году под Ахтубинском. Заслуженный летчик-испытатель Владимир Горбунов и штурман первого класса Сергей Хазов сумели успешно катапультироваться в тяжелейших условиях. При заходе на посадку отказало управление, один элерон встал на упор и самолет начало кренить. Горбунов каким-то чудом переломил траекторию и бочками набрал безопасную высоту для катапультирования. В следующем году ему было присвоено звание Героя, но уже не Советского Союза, а России. Освоение МиГ-31 в строевых частях тоже было непростым. Сложный бортовой комплекс был очень требовательным к обслуживанию, а сам тяжелый самолет со скромными маневренными возможностями не прощал ошибок пилотирования, что особенно неприятно при нештатных ситуациях, а их хватало. Среди испытателей после гибели Федотова и Зайцева на МиГ-31 потерь не было, хотя, например, знаменитый летчик-испытатель Анатолий Квочур в 1987 году посадил самолет после разрушения фонаря, и это на сверхзвуке на высоте более 17 километров. Слава богу, выдержал высотно-компенсирующий костюм. Среди военных были и аварии, и катастрофы. И всего, включая опытные машины, за время СССР было потеряно 20 самолетов, погибло 12 летчиков и штурманов. Причины были разные: и нарушение техники пилотирования, и отказы, и столкновения в воздухе, и даже ошибочное сбитие одного самолета другим во время учений. Это случилось в августе 1990 года на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Самолет, который летел на высоте 4 километра, пустил ракету Р-33 на максимальную дальность по радиоуправляемой мишени, но головка ракеты захватила другой МиГ-31, летевший на высоте 15 километров. Считалось, что Р-33 не сможет поразить цель, которая идет с превышением больше 6 километров. Тут было почти в 2 раза больше. К несчастью, ракета смогла. Летчик сбитого самолета погиб, а штурман получил травмы. Вообще, именно 90-й год стал черным годом для МиГ-31. Произошло 8 аварий и катастроф. Еще около 30 машин и 15 летчиков было потеряно после распада СССР, который, конечно, усугубил и без того высокую аварийность. Отчасти спасало, если можно так выразиться, только то, что стали летать гораздо меньше. Много перехватчиков было списано и утилизировано во время масштабных преобразований в 90-е годы. Тем не менее, в начале 21 века в составе наших ВВС и ПВО числились около 300 машин. Кстати, помимо России, МиГ-31 стоит только на вооружении Казахстана. Вернее, стоял. Машины уже давно на хранении, и в конце прошлого года их выставили на торги для утилизации.
Вообще, попытки продвижения Большого МиГа на экспорт предпринимались еще при СССР. Недаром публичный дебют МиГ-31 состоялся в Ле Бурже в июне 1991 года и, кстати, всего через несколько месяцев после операции «Буря в пустыне». Поэтому США и их союзники с гордостью представляли практически всех ее участников на том салоне, включая многоцелевой F-15E и футуристический F-117A. Но и экспозиция СССР была достойная. Если Ту-204, Ил-96 или Ан-74Т вряд ли можно было назвать прорывом, то крупнейший, например, реактивный самолет-амфибия, противолодочный А-40 КБ Бериева, однозначно вызывал большой интерес. А гвоздем нашей экспозиции стал красавец Борт-374. Проходы и пилотаж в последние дни салона показывали Валерий Миницкий и Юрий Ермаков, а главный интерес МиГ вызывал на земле, с полной выкладкой вооружения, включая ракеты Р-33, и снятым носовым обтекателем, чтобы подчеркнуть главную фишку самолета — фазированную антенную решетку РЛС-заслон. Уже тогда потенциальному заказчику этот самолет представляли как экспортный вариант МиГ-31Э с немного измененным составом оборудования, увеличенным внутренним запасом топлива и системой дозаправки в воздухе. В 1992 году с Китаем был подписан протокол о намерениях для покупки 24 машин и даже организации лицензионной сборки в Шиньяне. Но через пару лет китайцы предпочли более универсальное семейство Су-27. Микояновцы не сдавались. В Ле Бурже 1995 года они представили уже многоцелевой вариант МиГ-31ФЭ, который мог бы нести управляемые бомбы и ракеты в воздух-поверхность. Но огромная и очень специфичная машина так и не нашла зарубежных заказчиков. Оставалось заниматься модернизацией парка отечественных ВВС и ПВО. В условиях крайне ограниченного финансирования тема МиГ-31 все-таки имела определенный приоритет. Во-первых, как мы помним, на этих машинах, по сути, держалась противовоздушная оборона северных границ страны. Только МиГ-31 мог контролировать фронт шириной 800 километров силами всего 4 машин. Во-вторых, парк был довольно большим. До остановки производства в 1994 году выпустили около 500 машин. А вот потребность в модернизации была уже высокой. Прорывные для своего времени системы, прежде всего вооружение, обмена тактической информацией, связи, навигации и так далее, были уже архаичными по начинке. Да и оборудование кабин уже безнадежно устарело. Так и появился наш сегодняшний герой — МиГ-31БМ. Работы над ним начались в 1997 году. Опытные машины сделали из двух серийных МиГ-31Б с бортовыми номерами 58 и 60. Модернизация была поэтапной, и модернизировались не только МиГ-31Б в БМ, но и МиГ-31БС без системы дозаправки в воздухе в вариант БСМ. На первом этапе осовременили кабины, появились дисплеи, модернизировались вычислительные системы самолета, а главные изменения пришли позже, и касались они модернизированной РЛС, заслон АМ. Она успешно прошла госиспытание в 2007 году. При той же, по сути, антенне она получила новую элементную базу и новое программное обеспечение. Появились некоторые новые режимы работы, и эффективность ее в целом увеличилась в разы. В 2008 году были доработаны первые две строевые машины, в следующем году еще две, в 2011 году было доработано уже 15 машин, ну а к сегодняшнему дню практически все строевые МиГ-31, это около сотни машин, модернизированы до версии БМ или БСМ. При этом внесение изменений не прекращалось. Например, обновлялась система управления двигателем, средства навигации, средства РЭП, средства связи. А еще перехватчики получили возможность применять новую ракету большой дальности Р-37М, в том числе и во взаимодействии с самолетами ДРЛО. Такая связка использовалась в наше время в специальной военной операции. Но в сводках СВО чаще мелькает совсем другой МиГ-31. МиГ-31К — самолет-носитель гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал». Можно, конечно, поспорить о том, справедливо ли называть этот комплекс, собственно, гиперзвуковым, ведь по сути это баллистическая ракета комплекса «Искандер», адаптированная под воздушный старт. И хоть она и развивает гиперзвуковую скорость, то есть больше 5 махов, но она не может на этой скорости маневрировать. Но оценивать эффективность этого оружия, как и других видов техники, занятой в СВО, до ее завершения мы не будем. Лучше поговорим про модификацию самолета. Собственно, большой микояновский перехватчик всегда был привлекателен как платформа для старта больших ракет.
Еще в 80-е годы прорабатывалась противоспутниковая модификация МиГ-31D, советский ответ американской программе «Асад» с носителем F-15. Было даже построено два прототипа, это борта 071 и 072. Был МиГ-31С, носитель ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Был МиГ-31И, это связка из двух самолетов, один носитель, второй летающий командный пункт. Был даже безумный туристический проект буксирования МиГом 12-местной пассажирской капсулы для полетов по суборбитальной траектории, причем это был совместный проект с европейским ЕАДС. И все эти проекты, конечно же, так и не воплотились в жизнь. А вот МиГ-31К, носитель ракеты Х-47М2 комплекса «Кинжал», был доведен до состояния боевой готовности. Его премьерой стало послание президента России Федеральному собранию в 2018 году, где были недвусмысленно показаны вот эти кадры с испытаний. На следующем параде Победы в воздухе было показано уже сразу 4 МиГ-31К. С самого начала СВО кинжалы регулярно применяются по различным целям, и по ее завершении будет очень интересно оценить эффективность этого комплекса. Пока же достоверно неизвестны все его характеристики. Например, можно ли вводить координаты целей в полете, или программирование системы наведения осуществляется только до вылета. А еще не ясно, является ли МиГ-31 единственным носителем этих ракет, или под них уже приспособили, например, Ту-22М3. По крайней мере, это было бы логично. Сегодня на боевом дежурстве стоит около десятка МиГ-31К, и все они переделаны из серийных МиГ-31 ранних модификаций. Причем переделка эта выглядит необратимой. РЛС-заслон, теплопеленгатор, узлы подвески ракет воздух-воздух и многое другое — все это уступило место специальному оборудованию комплекса «Кинжал». То есть использовать МиГ-31К в роли перехватчика уже нельзя. Судя по всему, вариант БМ — это последняя серьезная модернизация именно перехватчика. И, судя по всему, перехватчик нового поколения на замену МиГ-31 вряд ли появится. Да, в прессе муссируются слухи о некой МиГ-41, но делать заново узкоспециализированный самолет — это вряд ли целесообразно, когда есть, например, перспективный Су-57 с шикарными возможностями по части характеристик РЛС, с теми же дальнобойными ракетами Р-37М и с двигателями второго этапа с высокой крейсерской сверхзвуковой скоростью и большой дальностью. И пока Су-57 только начинает осваиваться, тем важнее поддерживать в рабочем состоянии как можно большее количество МиГ-31, избегать потерь, которые могут быть далеко не только боевыми. Например, в ноябре 2018 года произошел инцидент, едва не закончившийся потерей сразу 4 перехватчиков. Из-за погодных условий четверка МиГов с полным боекомплектом не смогли сесть на аэродром Советский и израсходовали почти все топливо в попытках захода. И вынуждены они были садиться в гражданский аэропорт города Усинска. Честь и хвала в то время 26-летнему диспетчеру аэропорта Алексею Плитину, который сумел на свой страх и риск задвинуть пассажирский Boeing 737 в карман маленькой полосы и за несколько минут посадить 4 военных борта. Найдите в сети радиообмен, комментарии тут просто излишни. Ну а сегодня мы будем собирать обычный строевой борт 08 красный, который после модернизации нес службу по защите северных рубежей нашей Родины. Итак, с прототипом определились: МиГ-31БМ, ВКС России, борт 08 красный, авиабаза Канск, аэродром Дальний, Красноярский край, 2017 год. Поехали! При всей моей любви к звезде я все-таки решил взять модель от Trumpeter, потому что она просто намного современнее и точнее. Да и коробку взять в руки приятно, все очень хорошо упаковано, цветные есть инструкции по окраске, сама инструкция вот такого альбомного формата, и здорово, что есть отдельная страничка с вариантами подвески вооружений. Здесь почти все правильно. Все сделано очень здорово, точнее упаковано здорово, то есть кажется, что на этом этапе уж точно никаких проблем быть не должно. Особенно порадовало, как запакованы прозрачные детали. Вооружение вот это вот все нам не понадобится, потому что мы будем использовать дополнение от Temp Models. Выкладываем все литники, которые мы будем использовать. И первый косяк, серьезнейший, это трещина прямо по центру передней части фонаря. Как она так получилась при такой упаковке, непонятно. Но вот расшивка у модели очень радует, потому что есть очень аккуратная имитация клепки, и именно благодаря этому в основном и выбирают эту модель. Дополнений от Temp Models у нас будет великое множество. Это и носовой конус, набор датчиков, сопла и все вооружение, включая все типы ракет и кожух пушки. Действительно, набор
полнейший, будет очень интересно. А самое главное, это, конечно, стойки шасси, которые к моменту работы над моделью только-только вышли. От Quinte Studio мы берем интерьер. Это 3D декали, которые нам позволят сделать все быстро и иметь красивый вид. Декаль я поначалу хотел взять штатную, потому что технички на ней вроде бы достаточно, и вроде бы все есть, за исключением смешных надписей «Макет» для ракет Р-77, но потом все-таки решил взять подробнейшую декаль от Бегемота, она как раз для всех современных версий BM, BSM и K. Маски от KV Models и вперед, погнали. Начинаем, как водится, с кабины. У всех деталей на самом деле очень хороший рельеф, и в принципе можно было бы оставить все как есть и заняться росписью под микроскопом, но на самом деле я решил для этой стройки взять все-таки декаль 3D от Quinte Studio, и для этого надо нам удалить безжалостно весь рельеф. Как только мы это делаем, кабину собираем, собирается она в принципе неплохо, все клеим на сверхтекучий клей, и получается у нас вот такая неплохая кабина. Крепим механизмы подъема створок фонаря, только половинка из них нам понадобится, потому что фонарь у нас будет закрыт. Но вот так у нас готов первый элемент для окраски. Цвет мы используем вот такой вот изумрудный от Akan. Этот цвет точный, он снят с оригинала, за это я и люблю эти краски. Ну и дальше черным красим сиденья, вот эти вот основания ELS, и переходим, собственно, к 3D декалям. Процесс на самом деле достаточно быстрый, и именно в этом его главный плюс. При помощи либо специального клея, либо обычного клея ПВА, вот так вот каждый элемент, сняв его с подложки как декаль, клеим просто на какую-то поверхность. И у нас получается очень быстро, очень детально и рельефно. То есть самое главное преимущество этого метода — это скорость. И недостаток у него, на мой взгляд, один. Это не совсем точное попадание в цвет. Вот здесь это особенно заметно, потому что цвет акановский точный, а цвет декали с ним не совсем совпадает. Но, в принципе, на мой взгляд, это совершенно не критично. Теперь для того, чтобы створки фонаря у нас были закрытыми, нам нужно удалить безжалостно штоки вот этого подъемного механизма, и тогда у нас створки смогут встать на свое место. Добавил внутри немного смывки, хотя, забегая вперед, не видно будет практически ничего через остекление МиГ-31, хотя сама кабина получилась очень, на мой взгляд, красивой. Теперь главное кабину надежно закрепить, проливаем вот так вот безжалостно клеем, естественно, с невидимой стороны, и собираем носовую часть. И, в принципе, по качеству сборки вот этой носовой части уже понятно, что стыкуемость у модели достаточно плохая, и будут проблемы. ELS имитируем традиционно такой вот белой точкой и потом прозрачным лаком. Получается, в принципе, очень похоже. И дальше ставим ELS, она тут такой достаточно хорошей, интересной формы. И теперь обязательное исправление для этой модели — это носовой конус. Мы видим, что здесь он сверху слишком плоский, снизу слишком скругленный. На самом деле должно быть примерно одинаково. Поэтому, если этот носовой конус не заменить, это будет очень заметно, очень бросаться в глаза на модели. Аккуратно удаляем штатный носовой конус и ставим на его место конус от Temp Models. Встает он туда как родной, особенно если бы я поточнее подогнал бы половинки носовой части. Но здорово, что закрепить его можно прямо изнутри, туда суперклея можно влить сколько угодно. Теперь вот эти вот верхние створки слива пограничного слоя нам нужно, конечно, сделать более тонкими. Делается это очень легко надфилем, но тоже сделать очень рекомендую, иначе будет такая толстенная кромка видна снаружи. Собираем воздухозаборники. Опять же, стыкуемость восторгов вообще не вызывает, особенно после шикарных наборов от Great Wall Hobby. Здесь все такое достаточно кондовое, очень старое, и все детали приходится очень много, долго и нудно подгонять. Каналы воздухозаборников радуют классной геометрией и внутренней своей поверхностью, но, опять же, подгонять здесь пришлось немало. Ниши шасси хорошо очень проработанные для 72 масштаба, достаточно детальные, тоже не без проблем собираются, но главное, что собирается. Переходим к самой крупной детали, верхней вот этой вот части, и тут проблем огромное количество. Ну, следы от толкателей — это мелочи, гораздо неприятнее то, что деталь эта кривая, то есть она винтом идет, и исправить это достаточно сложно. Я пробовал и нагревать, и всеми вот этими вот вещами заниматься, но все-таки решил оставить как есть, потому что в момент склеивания можно будет эту кривизну чуть-чуть менять и дальше зажимами вот это вот исправлять. Вроде бы в итоге получилось нормально. Ниши мы вставляем тоже не без труда.
Тоже везде у нас стыки, воздухозаборники клеем, опять же вылезают стыки, нужно будет шпаклевать, потому что, опять же, разъемы вот эти вот членения сделаны не очень понятно, а сделаны именно в том месте, где поверхность должна быть гладкой. В общем, косяков огромное количество. Теперь занимаемся фонарем. Фонарь мы будем тонировать, и тонировать мы будем вот таким вот цветом от Акан. Сначала спереди чуть-чуть такой зеленоватости ему добавим, заодно попытаемся этим лаком скрыть частично хотя бы вот эту трещину на лобовом стекле, а здесь лаком таким рыжеватым будем выводить все остальные стекла фонаря, потому что у Мига 31 именно такой цвет. Трещина у нас, к сожалению, полностью никуда не уходит, но чуть-чуть приглушилась, и на том спасибо. Сначала крепим неподвижные части фонаря, они достаточно легко позиционируются и однозначно, а потом вставляем туда створки. На самом деле, после ужасов со стыкуемостью воздухозаборников, фонарь собирается достаточно легко. Аккуратненько крепим это все на сверхтекучий клей и устанавливаем последнюю створку. Фонарь у нас получается пока еще достаточно прозрачным для того, чтобы увидеть интерьер, но впереди у нас маски. Маски от КВ чем хороши? У них есть вот эта вот тоненькая линия, которая нам пригодится по контуру всех стекол для того, чтобы изобразить герметик. Вот этот фирменный миговский розовый герметик, который у нас будет на всех стеклах, кроме лобового. Я об этом, кстати, забыл, и вы увидите, что сначала я розовым накрасил все. Маски очень хорошо прилегают, и здесь не нужно очень много городить дополнительной какой-то защиты, они закрывают все. Вообще очень мне понравились маски. Подсобираем вооружение, очень классная детализация, подробная декаль, и на самом деле больше всего мне нравится именно само качество смолы, потому что она не крошится, с ней удобно работать, ее можно нормально обрабатывать, она достаточно гибкая, поэтому в принципе работать не намного сложнее, чем с пластиком. R77 ракетки тоже очень симпатичные. Обратите внимание, что решетчатые рули — это решетки, они именно просвечиваются, то есть это не имитация. Ракеты R73, тут вообще все возможные варианты крепежа, тоже очень подробные декали. В общем, вооружение суперское, однозначно рекомендую. Сопла тоже очень классные, и детали вообще обрабатываются легко. Вот нижний ряд здесь как раз отделен уже от поддержек. Вроде бы 4 детали, но на самом деле немножко побольше, потому что есть клапаны вот такие, которые на стоянке в верхней части открыты. Это 9 клапанов в 3 ряда на 2 двигателя. Итого 54 раза нам нужно приклеить вот такие штучки. Зато посмотрите, как выглядит двигатель по сравнению со штатным. Вообще, как говорится, небо и земля. И теперь, наконец-то, 3D-стойки шасси. Иглы в качестве усилителей мы использовать не будем. Смола и так прекрасная. Здорово сделана инструкция. Все подробно, все понятно, все в 3D. И, конечно, сам внешний вид стоек просто потрясающий. Просто произведение инженерного искусства. Поддержки все отделяются очень-очень легко. И буквально через 5-7 минут у меня в руках уже были стойки, готовые к использованию. Действительно очень удобно. Сразу можно их окрасить. Акан 6 серии тем и хорош, что не обязательно совершенно мелкие какие-то детали зачищать, обезжиривать, грунтовать и так далее. Краска держится очень хорошо. Ниши шасси красим вот такой вот смесью металликов и дальше химичим с розовым цветом для герметиков. Естественно, мешала эти цвета на глаз, в принципе, ориентируясь по фотографиям, но получилось плюс-минус похоже. Уже на этом этапе нам приходится ставить носовую стойку шасси. Это означает, что как только мы ее вклеим в фюзеляж, точнее вклеим в носовую часть сначала, а потом носовую часть вклеим в фюзеляж, надо будет быть с моделью очень аккуратным, потому что стойка смоляная, все-таки, естественно, более хрупкая, чем пластиковая, может легко сломаться, потом чинить будет проблемно. Опять же, обратите внимание, насколько непонятная стыковка и непонятное членение. Приходится все это прижимать, все делать через силу, много раз подгонять, потом все это крепить. Вот здесь, например, зачем вот в этом месте было делать вот такое членение? Это же все должно быть абсолютно плоское, плюс там много расшивки. Снизу, опять же, получается огромная щель, которую надо будет затыкать. И сначала мы все это крепим на сверхтекучий клей. Вот такими зажимами стараемся выровнять поверхности. Посмотрим, насколько это удастся. А сюда просто тоненькими полосочками листового пластика забиваем их и потом проклеиваем достаточно большим количеством клея
Кстати, получается довольно неплохо, но сам факт того, что это нужно делать, расстраивает. А вот крепление стабилизатора сделано здорово, выглядит правдоподобно. Подкладываем что-нибудь подходящей толщины, в данном случае 2 ракеты Р-33, для того, чтобы стабилизатор у нас высыхал под правильным углом, и исправляем кили. Дело в том, что антенны связи, вот здесь, которые установлены, они установлены, конечно, только с внешней стороны каждого киля, а не с обеих сторон. Поэтому с внутренней стороны мы их безжалостно удаляем и устанавливаем кили сами. Еще одна вынужденная доработка — это пилоны. Здесь дана масса вариантов, а вот эти пришлось делать самому. Видите, насколько они отличаются. Поэтому делаем просто заново сами 4 пилона. Ставим теперь аккуратненько кожух пушки. По месту его нужно немножко подогнать, но это не критично. И занимаемся дальше шпаклевкой. Очень-очень многие у нас элементы надо будет шпаклевать, исправлять. И все это, конечно, отнимает огромное количество времени. Особенно неприятно, что вот здесь, где расшивка на самом виду, надо будет много чего снимать. И вокруг механизации крыла углубляем, конечно же, расшивку для того, чтобы подчеркнуть отделяемость этой механизации. Закрываем поролоном ниши шасси и приступаем ко второму этапу работы с масками. Здесь очень важна, конечно, точность, поэтому если что-то не точно, отклейте и наклейте заново. Конечно, надо было и те маски наклеить ровно, оставить место для вот этого контура, но здесь сам контур надо тоже наклеить ровно. И, конечно, этот контур надо зафиксировать, потому что если просто оставить это на клеевом слое маски, это может быть недостаточно, просто сдует аэрографом. Поэтому фиксируем вот так жидкими масками. Ну и теперь грунтовка. Покрываем всю модель ровным слоем грунта. Грунт я взял здесь шлифуемый. Это очень удобно для того, чтобы потом можно было какие-то косяки исправить, а здесь этих косяков будет много. Здесь очень много стыков. Не сразу понятно, какие панели у нас выведены, какие нет. Поэтому вот такой вот жидкой шпаклевкой или обычной шпаклевкой еще раз какие-то места проходим, опять же зачищаем и опять же еще разок придется их грунтом покрывать. Ну вот такая однотонная серая грунтовка, она как раз очень хорошо нам показывает, какие места мы не доработали. После того, как поверхности все у нас выведены, можно доработать расшивку. И прежде чем перейти к пришейдингу, я решил попробовать использовать трафарет. Долго его искал в продаже по слову трафарет, а надо было по слову лекало, оказывается. Очень простой принцип. Прислоняем, задуваем, и у нас получается вот такая подложка для изображения неравномерности цвета. А теперь наносим пришейдинг поверх вот этого трафаретного такого рисунка. И получается, что у нас модель готова к окраске. Все это очень важно именно потому, что окраска самого МиГа-31 или МиГа-25 или многих других самолетов, она однотонная. И, соответственно, если просто ровно все задуть одним цветом, модель будет выглядеть очень плоско. А здесь получается, что мы чуть-чуть добавляя основной цвет, можем регулировать, насколько мы хотим эту неравномерность видеть. Очень процесс простой и регулируемый, для этого надо просто очень жидко развести краску и не торопиться. Я решил сделать еле-еле заметным этот пришейдинг и вот эту неравномерность так, чтобы они едва-едва были видны, потому что мне хочется, чтобы самолет выглядел относительно свежим. Теперь исправляем косяк с маской, отклеиваем вот этот контур и задуваем здесь все белым цветом. Здесь у нас герметик не розовый, а здесь у нас стандартный должен быть белый цвет. И потом приклеиваем уже обратно эту маску. Ну а дальше наносим зоны сверху и снизу вот такого вот черного цвета. И границы их, конечно, нужно очень строго соблюдать. Ориентируясь опять же по фотографиям, здесь какие-то для себя ориентиры отмечайте. Дальше у нас идут радиопрозрачные поверхности. Опять же, аккуратно закрывайте все масками и задувайте, корректируйте при необходимости и следите, чтобы масками было закрыто все действительно надежно, чтобы никаких у вас, когда мы красим, допустим, один киль или один форкиль, чтобы краска эта случайно не попала на другой. И не забывайте никакие вот такие вот окошечки и лючки тоже прокрашивать. Устанавливаем на место предварительно окрашенную штангу дозаправки. Теплопеленгатор ставим в свою нишу. Дальше вот таким вот стальным цветом оживляем носок стабилизатора. И точно таким же стальным цветом мы будем красить решетчатые рули ракеты Р-77. Для ракет Р-33 нам будет нужен
гораздо больший набор металликов, потому что окраска этих ракет довольно сложная, но тем не менее ориентируемся по фотографиям точно так же, как и в случае с соплами. Опять же, можно использовать трафарет для того, чтобы вот такую неоднородность цвета можно было сделать. Для внутренних поверхностей есть свои цвета, и пробуйте, экспериментируйте, сочетайте эти цвета. И главное, не пытайтесь сделать что-то слишком контрастно. Даже вот такие вот кольца надо только чуть-чуть задувать, чтобы они немножко только оживляли сопла. Дальше мы работаем кистью, красим штоки амортизаторов хромом и выделяем проводку, гидравлику на стойках для того, чтобы все это у нас подчеркнуто было рельефно. Колеса предварительно окрашенные, конечно же, удобно крепить на клей-момент для того, чтобы иметь возможность их довернуть, потому что здесь нужно очень точно их спозиционировать. И, конечно, для двухколесных тележек это очень удобно делать, потому что сам самолет для этого не нужен. А вот носовую стойку придется сразу в правильном положении прикрепить на суперклей. Чуть-чуть нам надо доработать ниши шасси, убрав вот эти вот полочки и проделав вот такое вот достаточно большое отверстие для того, чтобы у нас туда стойки шасси могли свободно встать. Пугаться этого, конечно же, не нужно, но нужно обязательно 7 раз отмерить для того, чтобы зафиксировать стойки в правильном положении. Иначе будет очень странно смотреться кривое положение таких шикарных стоек. После того, как стойки у нас намертво туда вклеены, мы занимаемся всем антуражем, тормозными щитками и створками шасси. Теперь стыкуем сопла, просто пока прикладываем, смотрим, где у нас зазор равномерный, где неравномерный. Пластик, конечно же, придется здесь подгонять, но в итоге будет очень круто выглядеть. Белым цветом завершаем историю с ракетами Р-33, красим конуса этих ракет тоже в специальный радиопрозрачный белый цвет и устанавливаем грязеотбойный щиток на носовую опору шасси. Ракеты вот так вот еще анимируем такими кольцами хромированными, и здорово, что помогает нам в этом расшивка на ракете, которая не позволяет зайти за границу. Получается очень легко. Дальше задуваем модель глянцевым лаком, задуваем ее достаточно плотно и полно, но, естественно, стараемся не наваливать какой-то очень уж жирный слой, чтобы не загубить расшивку. И дальше у нас пошла история с декалями. Декалей будет огромное множество и на вооружении, и на саму модель. Конечно, со штатной декалью было бы намного проще, потому что технички там довольно много, но что такое на самом деле много технички, видно на декали от Бегемота, потому что здесь ее просто какое-то безумное количество, и все это мы будем использовать. Но справедливости ради, на действительно настоящем самолете МиГ-31 этой технички действительно так много, потому что и самолет сложный, и комплекс сложный, и обслуживание требует много и специфичного, и очень сильно отличается от других машин, поэтому что есть, то есть. Действительно, очень порой неудобно на листах искать декали по номерам, но зато качество этой декали прекрасное. И вот в процессе нанесения декалей смотрю я на огромные флапероны. Так, какие флапероны? Здесь нет флаперонов, здесь должны быть закрылки и элероны отдельные. То есть здесь просто забыты огромные куски расшивки, и это огромный минус, я считаю, модели. Пришлось все это в пожарном порядке допиливать, но, слава богу, получилось довольно-таки аккуратно, хотя, конечно, надо было это заметить раньше. В декале не оказалось цифры 8 для бортового номера на левом киле и для носовой стойки, поэтому из цифры 9 вот так вот чуть-чуть красочкой их аккуратно делаем, получается, в принципе, неплохо. Ну и дальше, наконец-то, пошли опознавательные знаки. Все они ложатся очень хорошо. Вообще декаль Бегемота прекрасного качества, с ней работать очень приятно. И вот так вот промокнув и дав подсохнуть немножко, собственно, звезде, можем на нее накладывать уже вот этот контур триколорный. То же самое касается и бортовых номеров, они тоже даны 2 слоями, для того, чтобы можно было делать разные варианты. И дальше наносим еще один слой глянцевого лака, тоже стараясь его делать не толстым, для того, чтобы нанести смывку. Смывка наносится и снимается очень хорошо, расшивка у модели прекрасная, там, где она есть, конечно же. И дальше уже финальный слой матового лака. Уже по матовому лаку мы работаем с так называемой пудреницей, вот этим набором пигментов от Tamiya. Очень удобная штука, потому что позволяет и сопла оживить, и какие-то масляные пятна сделать. Сначала мы используем
такую синюю побежалость и красную побежалость для того, чтобы оживить сопла, а потом масляные пятна будем использовать дальше по самолету. В принципе, довольно прилично у нас выглядят сопла, и теперь можно ставить небольшие масляные пятна, масляные потеки по модели. Опять же, не перебарщивайте, потому что едва заметными кажутся эти потеки по самому началу, а потом уже убрать их будет из матового лака очень-очень сложно. Поэтому старайтесь аккуратно и как-то постепенно, прогрессивно их наносить. Вот это место у МиГа-31, как правило, самое чумазое, отсюда подтравливает масло, поэтому здесь, не жалея, вот так вот этого пигмента его наносим, но остальное прикрыв, конечно, малярным скотчем. Буквально миллиметровую детальку головки самонаведения ракеты Р-73 устанавливаем на эту самую ракету, и ее я решил сначала прикрепить к пилону для того, чтобы очень точно ее поставить вот в эти вот пазы, и вот такой вот зазор, чтобы у нас был ровно выдержан. Очень-очень предельно, буквально аккуратно снимайте решетчатые рули, потому что детальки очень хрупкие, именно поэтому здесь дано 2 лишних, то есть запасных. Устанавливаем их на ракету и, конечно, радуемся, потому что в 72-м масштабе настоящие решетчатые рули — это очень круто. Вот здесь я заметил, что совершенно не тот цвет. Здесь должен быть не цвет основной, а цвет металлический, поэтому подправил. Не бойтесь подправлять то, что поправимо. Небольших еще добавил масляных подтеков то там, то здесь, и можно теперь снимать маски. Это процесс очень волнительный, тем более в случае с МиГом-31, потому что здесь еще и вот эти вот розовые контуры. Очень хотелось бы, чтобы все получилось так, как надо, потому что, честно говоря, модель отняла очень много сил, и вот это все исправление косяков, подгонка, шпатлевание, все это очень-очень действительно затянуло весь процесс сборки, поэтому хотелось бы, чтобы хотя бы здесь проблем не возникло, и, слава богу, их вроде как не возникло. Хотя видимость, конечно, кабины прекрасной от Quinta Studio здесь минимальная. Ракеты Р-33 тоже не без труда встают в свои ниши. Их важно очень правильно спозиционировать, но в итоге нам это все, конечно, удается. И теперь, по сути, дело за малым. Во-первых, конечно, подвешиваем вооружение. Это тоже процесс непростой, потому что пилоны у нас на самолете из пластика, а на вооружении из смолы. То есть делаем это на суперглее. И очень важно их правильно спозиционировать. Но как только мы с этим делом заканчиваем, остается только сделать посадочные фары. Здесь можно использовать смолу, которая утверждается в ультрафиолете, либо просто прозрачный лак. И дальше приступаем к бортовым аэронавигационным огням. Сначала делаем такую хромированную подложку, ну а потом используем цветные прозрачные лаки. Зеленый справа и красный слева. Дальше мы используем набор датчиков и антенн. Все устанавливаем. Вот здесь, например, резервный ПВД. Все ориентируйтесь по фотографиям. И места установки, и углы, куда все это должно смотреть, и, конечно же, окраска тоже. Заключительная партия датчиков и антенн на нижней поверхности. Кому как удобно. Кто-то сначала красит, потом устанавливает. Я делаю обычно наоборот. Просто пробуйте и решайте, как удобнее вам. ПВД здесь состоит из 3 частей, потому что он очень сложной формы, но все это достаточно успешно мы поставили на место. Покрасили вот так вот, стараясь ориентироваться по фотографиям. И самый последний штрих — съемники статического электричества. Все, модель готова. Вот такая получилась история и такая получилась модель. Сегодня МиГ-31 несет службу во многих регионах нашей страны, выполняя функцию и щита, то есть перехватчика, и меча ударного комплекса. Живьем посмотреть на эту удивительную машину, помимо, само собой, секретных районов базирования и применения, можно в музеях, например, в парке Патриот или музее ВВС в Монино. Кстати, и там, помимо МиГ-31, есть и МиГ-25, можно их наглядно сравнить. Памятников МиГ-31 тоже достаточно, и ближайший к вам легко найти через поисковик. А в нашем следующем выпуске мы вновь обратимся к теме семейства Су-27 и по вашим многочисленным просьбам будем делать модель многоцелевого истребителя Су-30СМ со всеми мыслимыми дополнениями от Temp Models и, конечно, в точных цветах от АК. Подписывайтесь здесь и вступайте в группу ВК, где вы сможете пошагово следить за стройкой, давать советы или задавать вопросы.
Спасибо вам большое за поддержку и до новых встреч.